Добрый вечер. Спасибо, что вы здесь. Я каждый раз, я понимаю, что время уже позднее, я каждый раз все время вляпываюсь в какие-то авантюры. Я когда заканчивал школу, я заканчивал одну из лучших московских школ с юридическим направлением. Был юридический класс, все мои друзья поступили кто в юридическую академию, кто в Московский университет на юридический факультет, кто в Академию ФСБ. Я где-то за 4 месяца до поступления понял, что это как-то странно идти туда же, куда идут все. Это как-то слишком просто. Поэтому я решил поступить не на юридический факультет. Я начал думать, а куда же мне поступить? И понял, вторая причина, что я плохо знаю математику, а по жизни человеку без математики плохо. Математика должна быть у человека хорошая. И надо поставить себя в такие условия, где ты выучишь математику. Где же надо выучить математику? Как вы думаете? На мехмат я решил, что это будет слишком дерзко, совершенно не зная математику, поступать. Это как-то совсем уже было. Поэтому я поступил на экономический факультет МГУ, где, в общем-то, все время, в течение многих лет учил матан, пересдавал его, когда надо, но, тем не менее, выучил его до нужного мне уровня. Это была первая авантюра. Другие авантюры случались со мной. Уже когда я закончил университет, уже учился в аспирантуре, я пошел в поход. Я никогда раньше не ходил в поход, но решил, что надо ходить в поход. Оказалось, что это не просто поход, а какой-то чуть ли не олимпийский поход, где там были огромные пороги. Я с ужасом проходил через все эти буруны и так далее. Последняя, точнее предпоследняя авантюра, как вы сейчас поймете, была в каком-то 2005 году. Мы с коллегами основали свой бизнес. По российским реалиям это вообще та еще авантюра, с которой ни поступление в университет, в общем, ни пороги не сравнятся. Поэтому, собственно говоря, мы основали бизнес, который называется Future Today, и который посвящен карьере, молодым специалистам. Мы помогаем ведущим компаниям найти молодых специалистов, которые потом возглавят эти компании, будут ими управлять в России, по всему миру и так далее. Мы помогаем ребятам строить карьеры, вузам помогаем лучше работать со своими студентами и так далее. И этим я занимаюсь уже 8 лет на самом деле. Собственно говоря, последняя авантюра, к чему я все это рассказывал, это выступление. Когда меня позвали, попросили, давайте ты выступишь про карьеру и космос, я, конечно же, согласился, потому что это здорово, карьера, действительно много, очень кажется, что похоже. Но когда я начал задумываться о том, о чем же мне вам рассказать, оказалось, что все не так просто. Я сначала посмотрел, космос и карьера, казалось бы, такие два огромных понятия, как их совместить? Переносить параллельным переносом из одной точки в другую? И я начал думать, а что же такое, условно говоря, какие есть образы космоса в карьере? Да, задумался я. Что я делаю? Я ищу звезд. Звезды, карьера, связка. Нет, хорошо. Что же еще есть? Я начал думать, какие еще есть варианты. Я начал смотреть на полувозрастную пирамиду России. Знаете, что такое полувозрастная пирамида, да? Я посмотрел, она похожа на ракету. Я подумал, вот еще одна связка с космосом. И тут я понял, что меня уже начинает заносить. Это я как тот маньяк, который на загадку, что такое зимой и летом одним цветом, отвечает кровище. Я во всем начал видеть уже космическую тему. Я решил, надо попробовать обратную сторону. Давайте найдем, а что же есть такого из карьеры, наоборот, в космосе. И тоже начал задумываться, искать какие-то аналогии. И первое, что приходит в голову, как вы думаете, что? Земля – колыбель человечества. Это то место, откуда начинается карьерный рост человечества. Отсюда и дальше. И космическая программа России сдала важный экзамен. Тоже аналогии из карьерного роста. Я понял, что что-то не то. И в какой-то момент мне осенило. Нужно найти какую-то третью аналогию, которая будет не совсем про карьеру и не совсем про космос, но, тем не менее, интересно иллюстрировать, что между ними общее. Что-то третье, что показывает обе эти концепции. И я ее нашел, я попробую вам про это рассказать. Мне кажется, это может быть интересно. Выступление называется «Космогония карьеры и карьера космонавта», хотя на самом деле я про это рассказывать не буду. Я буду рассказывать про карьеру, космос, лестницы и двери. На самом деле чуть-чуть расскажу про то и про другое, но я думаю, что это вы увидите уже в ближайшие несколько секунд. Итак, сначала, как водится, я сам еще, помимо того, что у меня бизнес, я преподаю. Я преподаю на экономическом факультете МГУ, преподаю маркетинг. Это еще одна совершенно другая деятельность, которой я занимаюсь. Поэтому я люблю определения. Я не могу выступать и не давать определений. Определение космогонии вы видите сейчас на экране. И здесь же рядом определение карьеры. Почему? Собственно говоря, если вы посмотрите на основные слова, здесь их много, их не надо читать, конечно, можете потом посмотреть в Википедии. Но ключ заключается в следующем, что космогония – это область науки про происхождение и развитие космических тел, а карьера – это
продвижение в жизни, успех в жизни, продвижение по карьерной лестнице. Что интересно, я когда эти два определения рядом поставил, они опять рядом. Эти греки, эти итальянцы, они все из одного места примерно, ну там, плюс-минус несколько тысяч километров, ну не тысяч, но неважно. Мы как раз об этом и говорим, о том, какой мир и какой в нем есть путь. Собственно говоря, какая может быть метафора, которая описывает и мир, и путь, и карьеру, и космос? Как вы думаете? Я вам буду задавать вопросы, а вы попробуйте на них отвечать, чтобы не я только здесь выступал. Давайте сначала я вам подскажу, дальше вы будете все-таки отвечать. Мне кажется, что вот эта метафора очень хорошо описывает оба эти понятия, и карьеру, и космос. Это путь и дверь. Путь и приоткрытая дверь. И я попробую с вами обсудить, почему же эта метафора хороша, и почему же она действительно и про карьеру, и про космос. Что вам первое в голову приходит, когда вы думаете про космос? Планеты, вселенные, звезды, пространство, бесконечность. Я думаю, мне в голову приходит другое. Мне в голову, когда я думаю про космос, приходит первое – это неизвестность. На самом деле космос – это что-то огромное, еще не познанное. Мы знаем про планеты, мы знаем про черные дыры, про квазары, что-то уже знаем, да? Про разные элементы этого бесконечного и непонятного. Но по большому счету это неизвестность. Когда мы думаем про карьеру, вы знаете, какая вас ждет карьера? Кажется, очень многие люди думают о карьере так же, как о космосе. Самое интересное, что когда я спрашиваю людей из 1 класса, такое бывает, и разговариваю с людьми из 11 класса, как они видят свое будущее, что они отвечают, что вас ждет? Отвечают примерно одно и то же. Поступлю в институт, и там посмотрим. Независимо от того, как близко они приближаются и должен ли у них расти горизонт планирования, они все говорят примерно одно. Поступлю в институт, а там неизвестность, там космос. И, собственно говоря, мне кажется, что вот это вот ощущение от будущего, оно очень похоже. Люди, которые уже в школе знают, кем они будут, что они будут делать, это счастливые люди. А люди, увлеченные космосом, которые знают, как там оно и видят, имеют картину, это тоже счастливые люди. Это первая метафора, первая аллегория. Вторая вещь, о которой я думаю, когда я думаю о карьере, и вещь, о которой я в первую очередь думаю, когда я думаю о космосе, как вы думаете, что это? Это не планеты, это не бесконечность. Что это? Что? Высота в чем-то, ну, не совсем. Путь вверх, близко. Очень рядом. Свободное падение. Нет, скорее вверх все-таки. Это мечта. На самом деле космос — это мечта. И мы вот несколько дней празднуем, что? Мы празднуем на самом деле сбычу мечт. Мы празднуем, как первый человек исполнил многовековую, многотысячную мечту человечества на самом деле. Он сделал то, о чем мечтали там, сотни поколений до него. Он вышел в космос. И это здорово. И когда вы думаете о своей карьере, о чем вы думаете? Вы тоже мечтаете. Вы мечтаете о каких-то своих достижениях, вы мечтаете о какой-то будущей жизни, которая у вас будет, о тех свершениях или о той памяти, которая останется о вас в веках. Да? И это очень похоже. Мы когда думаем о космосе, мы мечтаем. И когда думаем о своей карьере, мы мечтаем. И это очень здорово и очень правильно. И одно должно помогать другому. Третья вещь, которую я вам хотел сказать. Что еще? Чем еще близки космос и карьера? Как вы думаете? Последнее. Это путешествие. На самом деле, мы вышли в космос, мы еще недалеко, конечно же, ушли, и мы путешествуем только в масштабах космоса фактически до двери за газетами и обратно, но мы уже делаем эти шаги. И то, о чем мы все мечтаем, и что мы видим впереди, это то путешествие, которое предстоит человечеству. Сначала к ближним планетам, потом к ближним галактикам, потом по всей Вселенной, Млечный Путь и так далее. И вот это путешествие, которое ждет вас в космосе, и которое ждет человечество в космосе, это то же самое путешествие, которое ждет вас в личной жизни. И я слышал, как говорили о том, что человек — это свой маленький космос, также и, собственно говоря, путешествие по жизни может быть аналогией путешествия в мире и путешествия во Вселенной. Поэтому, конечно же, и карьера, и ваша жизнь, и космос — это путешествие. Собственно говоря, последнее, что я хотел сказать
про карьеру и про космос – это выбор. Это тот выбор, который вы должны сделать. Выбор, в какой звезде лететь в первую очередь, какую профессию выбрать, как добиваться этого пути, с кем идти в этот поход и так далее. Это тот выбор, который ждет вас, и поэтому космос невозможен без выбора, и карьера невозможна без выбора. Это то, что вам придется сделать. Вы сейчас, старшеклассники, вы подходите к этой двери, и, собственно говоря, ваши мечты, ваше путешествие и ваш выбор, как вы пойдете по этому пути, куда вы придете и что вы сделаете. Я хочу призвать вас к одному, что вот как человечество долго шло по одной лестнице вперед и сделало шаг в космос, и теперь у него много дорог, вы сейчас шли по школьному образованию, и вариантов у вас было немного. Вы подходите к вашему большому выбору, вы делаете шаг за эту принятую вертикаль, и вам останется делать собственные выборы. От вас зависит то, каким окажется мир за этой дверью. Таким или таким, каким вы сами захотите. Удачи вам. Спасибо.